Всем доброго времени суток! Вы на канале Ницула, это канал о вязании. Меня зовут Валентина. Сегодня вместе с вами я буду вязать вот такой интересный узор. Это его лицевая сторона, а это изнанка. Узор выполняется спицами, но как вспомогательный инструмент я буду использовать еще крючок. Если взять спицы деревянные, то есть те, по которым пряжа не так сильно скользит, то в этом случае можно обойтись и без крючка. Для выполнения данного образца я набрала 33 петли. Из этих 33 петель 28 петель это количество петель, которое кратно 4, так как в раппорте данного узора 4 петли. 3 петли я добавила для симметрии полотна, чтобы полотно одинаково выглядело как в начале, так и в конце. И плюс еще 2 петли это кромочные петли. Итого 33 петли. Давайте посмотрим на схему узора. Итак, раппорт узора состоит из 4 петель по горизонтали и 4 рядов по вертикали. Узор имеет изнаночные петли, лицевые петли, а также петли, которые выполняются из обвитий. Четные ряды это лицевые ряды, а нечетные ряды 1, 3, 5 и 7 и так далее это изнаночные ряды. Именно за счет изнаночных рядов формируется сам узор. Итак, в первом ряду это изнаночный ряд, первые 3 петли изнаночные, следующая петля образуется из обвитых петель. 3 петли изнаночные, следующая петля образуется из обвитых петель. И таким образом до конца ряда. Следующий ряд это лицевой ряд, все петли лицевые. Следующий ряд изнаночный ряд, первая петля изнаночная, следующая петля образуется из обвитий. 3 петли изнаночные, следующая петля образуется из обвитий. 3 петли изнаночные, следующая петля образуется из обвитий. Таким образом до конца ряда. И четвертый ряд это лицевой ряд. Последний ряд в раппорте данного узора все петли провязываются лицевыми. Кромочная петля в моем образце выполняется следующим образом. Первая петля кромочная снимается не провязанная, последняя петля провязывается изнаночно, как с лицевой, так и с изнаночной стороны. Вначале самым обычным способом я сделала наборный ряд. После наборного ряда с изнаночной стороны все петли я провязала изнаночными. Повернула работу на лицевую сторону и второй ряд я провязала лицевыми петлями. Затем, начиная с третьего ряда, я начала выполнять раппорт. Здесь у меня в образце выполнено 2 раппорта в высоту. И сейчас я буду приступать к выполнению третьего раппорта. Так как узор формируется в основном за счет изнаночных рядов, то я остановилась на моменте, где мне сейчас нужно вязать изнаночный ряд. Я поворачиваю работу на изнаночную сторону. И с изнаночной стороны сейчас мы будем выполнять первый ряд раппорта данного узора. Первую кромочную петлю я снимаю не провязанной, следующие 3 петли я провязываю изнаночными. Для того, чтобы провязать следующую петлю, четвертую в этом ряду, мне понадобится крючок. Я ввожу крючок в эту петлю под спицей. Вот так. И сейчас мне нужно обвить левую спицу и крючок 10 раз рабочей нитью. Для того, чтобы правая спица не мешалась, я ее вот таким образом располагаю. И сейчас обвиваю 10 раз крючок и левую спицу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Обвитие я делаю против часовой стрелки. Сейчас я обвиваю еще 11 раз. Затем захватываю крючком рабочую нить и протаскиваю эту рабочую нить через обвитые петли и самую первую петлю. Вот так. Немножко вытаскиваю эту петлю и сбрасываю обвитые петли со спицы вместе с той петлей, в которую я вводила крючок. Располагаю петлю с крючка на правую спицу и затем смотрите, как я действую дальше. Вот эти обвитые петли я
выпрямляю вот таким образом. Это нужно сделать так, чтобы не было узелков. Выпрямила полностью. И сейчас, придерживая вот эту петлю, которую я расположила на правую спицу, я подтягиваю нить вот таким образом. Вот такой узелок у нас получился. Он остается с лицевой стороны, и я продолжаю вязать изнаночный ряд. Вяжу следующие 3 петли изнаночными. Раз. Немножко подтягиваю первую петлю. 2. 3. Провязала 3 петли изнаночными, и дальше мне опять потребуется крючок. Следующую петлю я буду вязать точно таким же образом, как я вязала петлю с обитыми петлями. Ввожу крючок в петлю, следующую, которая должна провязаться, под спицей. Затем располагаю правую спицу так, чтобы она не мешала. И обвиваю крючок и левую спицу против часовой стрелки 10 раз. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Обвиваю 11 раз. И сейчас мне нужно захватить рабочую нить крючком и протянуть рабочую нить сквозь обвитые петли внутри и через ту петлю, самую первую, в которую я вводила крючок. Вот так. Теперь я сбрасываю все обвитые петли с левой спицы и самую первую петлю, в которую вводился крючок, располагаю эту петлю на правой спице, убираю крючок, придерживаю вот эту петлю и аккуратно выпрямляю эту нить. Опять же таки придерживаю петлю на правой спице и подтягиваю рабочую нить. Сильно затягивать не нужно. Вот таким образом. Вяжу дальше. Опять 3 изнаночные петли. Раз, 2, 3. Следующую петлю я буду провязывать при помощи крючка. Точно таким же образом, как я провязывала первые 2 узелковые вот эти петли. То есть я ввожу крючок под левую спицу. В следующую петлю. И обвиваю левую спицу и крючок 10 раз рабочей нитью против часовой стрелки. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Обвиваю 11 раз. И захватываю рабочую нить крючком, протягиваю ее через эти обвитые петли, а также ту самую первую петлю, в которую вводился крючок. Вот так. Сбрасываю эти петли с левой спицы. Располагаю петлю на правую спицу с крючка. Придерживаю эту петлю. Выравниваю все обвитие. И подтягиваю рабочую нить.
сильно не затягиваю. И таким образом я вяжу до конца изнаночного ряда. То есть 3 изнаночные петли, 4 петля с обвитием, 3 изнаночные петли, 4 петля с обвитием. Я провязала изнаночный ряд до конца, повернула работу на лицевую сторону. И вот что сейчас у нас получается с лицевой стороны. Сейчас я буду вязать второй ряд раппорта. Это лицевой ряд. И этот ряд я провяжу все петли лицевыми. Вот эту петлю я провязываю ее за заднюю стенку. Ввожу петлю за заднюю стенку и провязываю тоже лицевой. Я провязала лицевой ряд до конца. Это был второй ряд в раппорте. Сейчас я буду вязать следующий ряд изнаночный. Это будет третий ряд раппорта. Этот ряд тоже формирует узелки с лицевой стороны. Первую петлю кромочную я снимаю. Затем после кромочной петли первую петлю я провязываю изнаночной. Следующую петлю я буду провязывать с обвитием. Ввожу крючок в эту петлю под спицу левую, располагаю правую так, чтобы она не мешала, и обвиваю рабочей нитью левую спицу и крючок 10 раз против часовой стрелки. Сделала 11 обвитие, захватываю рабочую нить крючком и протягиваю рабочую нить сквозь обвитые петли и сквозь самую первую петлю, в которую вводился крючок. Располагаю эту петлю на правую спицу, убираю крючок, снимаю с левой спицы обвитые петли и выравниваю их. Затем, придерживая петлю на правой спице, подтягиваю это обвитие, так, чтобы образовался узелок. Дальше вяжу 3 петли изнаночными петлями. 1, 2, 3. Следующую петлю буду вязать с обвитием. И таким же образом я выполняю это обвитие, как и все предыдущие разы. Ввожу крючок под спицу левую и обвиваю крючок и левую спицу 10 раз против часовой стрелки. Сделала 11 обвитие, захватываю рабочую нить и протягиваю ее через обвитые петли, а также через первую петлю, которая на левой спице была, в которую я вводила крючок. Сбрасываю обвитые петли с левой спицы, располагаю петлю, которая на крючке, на правую спицу, убираю крючок, придерживаю эту петлю, выравниваю обвитие, так, чтобы не было узелков. И придерживая эту петлю, я подтягиваю это обвитие. Это все делать нужно не спеша, для того, чтобы вот здесь эти обвитые петли не перекрутились. И вяжу дальше. Опять 3 изнаночные петли. И следующую петлю, четвертую, я буду делать с обвитием. И таким образом я буду вязать до конца ряда. 3 изнаночные петли, 4 с обвитием, 3 изнаночные петли, 4 с обвитием. Я провязала изнаночный ряд до конца. Вот что сейчас у нас получается на данный момент. Это был третий ряд раппорта данного узора. Сейчас я буду вязать следующий ряд. Это будет 4-й ряд раппорта. Это будет с лицевой стороны. И все петли данного ряда я провяжу лицевыми петлями. Я провязала лицевой ряд до конца. Вот что сейчас получается на данном этапе. Это был 4-й, последний ряд раппорта данного узора. Дальше узор будет повторяться, то есть нужно повторять 4 ряда по порядку, которые я вам показала, до достижения нужной высоты полотна. А на сегодня у меня все. Я желаю вам всем всего хорошего.